Сейчас 41-я неделя, и в 12 ночи у меня начались схватки. В общем, похоже, что я рожаю. Всем привет! В этом видео я расскажу о родах в Литве, и это будет мой личный опыт. Роды у меня начались в конце 40-й недели в 12 часов ночи. Гинеколог советовала мне на 40-й неделе сдаваться в роддом из-за сахарного диабета, который был у меня обнаружен, но я не хотела, чтобы родовой процесс стимулировали, поэтому, как советуют многие, целый вечер ходила, чтобы ускорить наступление родов, и мне это помогло. За почти 41 неделю я набрала 9 килограммов, и в конце я уже не успела взвеситься. Когда я вернулась из роддома, то весила уже 49,9 килограммов, что было всего лишь на 3 килограмма больше моего добеременного веса. В течение недели мой живот почти полностью ушел. Вообще, я практически всю жизнь весила 45 килограммов, и 2 килограмма я набрала в надежде, что это поможет мне забеременеть. Но моя подруга, которая уже проходила через это, сказала, что все это ерунда, и я с ней согласна. Беременность у меня была легкая, самое тяжелое было не есть всякие тортики, мороженое, арбуз. Думаю, если бы я не съела макароны и огромный кусок арбуза перед анализом на сахарный диабет, то он бы у меня не был выявлен. Но, с другой стороны, хорошо, что анализ был так себе, потому что после этого я хотя бы старалась не есть сладкое. Вообще, я думаю, что все-таки беременным стоит отказаться от вредных продуктов хотя бы на 9 месяцев. Благодаря плохому анализу я хотя бы следила за уровнем сахара в крови и сидела на диете, а так бы продолжала есть разные вредные продукты, и неизвестно, как бы все это повлияло на плод. Схватки у меня были сначала раз в 10 минут, потом раз в 7 минут, потом было уже как-то непонятно, поэтому в 2 часа ночи я разбудила мужа и сказала, что надо ехать в роддом. Сумку до конца я так и не собрала, но в ней не было только средств гигиены для лица, зубной щетки и пасты и термоса с чаем, так что ничего страшного. Вообще, я положила слишком много вещей, которые мне в итоге не пригодились, но об этом я расскажу чуть позже. В 3:10 мы были в роддоме Санторишки. Пока я заполняла документы, мой муж ждал в холле. Заняло это, как мне кажется, минут 10. Потом меня еще осматривали и делали КТГ. Тяжелее всего мне было лежать, особенно на спине. Схватки у меня были похожи на несколько самых страшных менструаций в моей жизни. Под конец, правда, мне кажется, немного сильнее. Во время родов мой муж находился со мной в палате, сидел в углу на стуле и пытался меня подбадривать, на что я только отвечала: «Не разговаривай со мной». Родила я за 6 часов, то есть под утро. И сами потуги были не такими болезненными, как схватки, но так как я не знала, чего ожидать и как долго это будет продолжаться, было неспокойно. В общем, я немного ленилась, трусила и поэтому тужилась недостаточно хорошо. В итоге мне сделали эпизиотомию. Но это не точная причина. Возможно, у меня просто анатомически узкий таз, потому что врач сказала, что ребенок пролезть не может, хотя он даже 3 килограммов не весил, а ждать было нельзя, потому что малышка начала страдать. Через 2 часа после родов меня поместили в послеродовую палату к другой роженице. Палаты в роддоме, как я поняла, двухместные. Мы с моей соседкой по палате находились вместе до ее выписки в течение 1,5 суток. Выписывают из роддома на 2 сутки. Если анализы не очень хорошие, то на 3, максимум на 5. Мне повезло, моя соседка по палате была опытной мамой и помогла мне в первый раз подмыть ребенка. Потом приходила медсестра и учила меня, что и как делать. Также консультант по грудному вскармливанию показывала, как кормить ребенка. Вообще, весь персонал роддома очень вежливый и дружелюбный. Если надо, говорили по-русски или по-английски.
какие манипуляции делают женщине после родов. УЗИ родившей женщине в роддоме не проводят, просто тщательно проверяют плаценту. Если роженице сделали эпизиотомию, то швы не проверяют, если вы не попросите об этом, и ничем не обрабатывают. Если возникают какие-то вопросы, проблемы, нужно говорить, и медперсонал придет на помощь. Получается, что в роддоме женщине только измеряют температуру, анализы же делают ребенку на генетические отклонения, что-то насчет врожденных метаболических заболеваний. Общий анализ крови, 2 прививки. В первый день от гепатита В плюс витамин К, во второй от туберкулеза. Проверяют слух, зрение. Еще у нас с ребенком из-за сахарного диабета брали кровь на анализ. В роддоме мне выдали много подарков, и сейчас я вам их покажу. Первый подарок – 2 пачки подгузников. Боди «Рожден быть молодым», которая дарят сейчас всем новорожденным в честь 700-летия Вильнюса. И бокс для новорожденных и их родителей. В этом боксе есть пол-литра питьевой воды, пачка влажных салфеток, календарик на 2023 год, страховка для малыша, пробник с морской водой промывать нос, пробник с моющим средством для одежды новорожденного, памперс, калькулятор веса и роста для мальчика и девочки, брошюра о грудном вскармливании, информация о том, куда можно пожертвовать деньги недоношенным детям, о подгузниках Хаггис, купон на 8 евро на покупки от Барбора и поздравления от этой организации. Разовая 50% скидка на покупку подгузников Хаггис в магазинах Максима. Разные средства для носа для облегчения дыхания. Дисконтная карта со скидками 20% от магазина для детей Baby City. А здесь информация о том, что к своей дисконтной карте можно присоединить ребенка и получать скидки на детские товары в магазинах Максима. В розовой сумочке была информация о проекте «Книгу Стартас», закладки, что-то вроде читательского билета в библиотеку, обращение к родителям на польском и русском языках, книга для малышей. В следующем боксе от Аиста были пробник крема для лица от Веледа, пробник жидкого мыла для деток, пакет с ароматными пожеланиями, пачка бумажных салфеток, пробник крема от зуда кожи, реклама продукции от Веледа, номер журнала о детях, информация о медицинской клинике, реклама семинаров о материнстве, реклама аптеки, информация о том, что к своей дисконтной карте можно присоединить ребенка и получать скидки на детские товары в магазинах Рими, подгузник и информация о нем. А в этом пакете 2 маленькие шоколадки, 3 эфирных масла, инструкция по их применению, а на обороте очень много теплых слов молодой маме. Первое масло создано для уменьшения зубной боли, когда у малышей режутся первые зубки. Второе помогает успокоить ребенка перед сном. Третье масло для массажа живота мамы после родов. Из документов мне выдали выписку на меня, на ребенка, пару рецептов на витамины и лекарственные средства, брошюру с информацией о послеродовой депрессии. И еще я попросила справку о рождении ребенка для Беларуси, чтобы и там получить документы для дочери.
Регистрировать ребенка в Литве нужно самостоятельно, через интернет. На это дается 3 месяца. Как это сделать, я рассказывала в одном из своих видео. Оставлю на него ссылку в инфобоксе. Итак, что я брала с собой на роды и что пригодилось, а что нет. Сначала хочу сказать, что мы с мужем ездили в роддом заранее, чтобы выяснить, куда подъезжать, где находится парковка и вход в здание. В роддом я брала 2 больших пакета, подписала их на роды и после родов. Каждому из них был список, что находится в этом конкретном пакете, но моему мужу все равно было тяжело найти вещи, потому что он их не складывал. Так что, если хотите получить реальную помощь от другого человека, попросите его участвовать в наполнении сумки. Сразу скажу, что с пакетами неудобно и лучше брать с собой чемодан, как это делали многие другие женщины. Возможно, кто-то будет удивлен, но да, в Литве можно брать поюзанный чемодан вместо новых прозрачных пакетов, как это делают в Беларуси и России. Также можно брать с собой на роды любого человека, и ему не нужно проходить никакие курсы для этого человека. Если он далее не остается с вами жить в отдельной палате, вы берете только сменную обувь. Если остается, вещи переодеться и еду, так как его вроде бы как не кормят. Ну и за отдельную палату нужно будет доплачивать. Итак, самое главное, конечно же, это ваши документы, ВНЖ и паспорт и обменная карта. Сменная обувь, резиновые шлепки для беременной и человека, который будет присутствовать на родах. Ночные сорочки или длинные просторные майки, 2 штуки. На роды хватит одной, далее можно надевать что угодно, то есть не обязательно сорочку. 2 пары хлопковых носков, если вы рожаете не в жару. Маски, однозначно да, сейчас в лечебное учреждение без масок не пускают. Полотенце, чтобы между схватками можно было смочить лицо, шею, грудь женщины, но мне оно не пригодилось. Бальзам для губ, потому что во время родов очень сильно сохнут губы, но у меня не сохли. Влажные салфетки для лица и тела, 1 упаковка, примерно 60 штук, мне не пригодились. Резинка для волос, да, я ее еще дома нацепила. Вода в маленькой бутылке, конечно. Теплый чай в термосе и перекус. Мне не пригодились, так как я быстро родила. Телефон, чтобы снимать видео и фотографировать. Конечно, да. Сумка после родов. Для мамы. 2-3 ночные рубашки. На самом деле любая одежда, в которой вы сможете кормить и легко менять прокладки. Памперсы для взрослых. Да, 1 упаковки достаточно. Я их использовала вместо трусиков и прокладок. Крем для сосков. Пурилан или любой, который не нужно смывать, однозначно да. Теплые носки. Нет, даже такому мерзляку, как я, было очень тепло в роддоме. Одноразовое покрытие на унитаз могут пригодиться. Халат. Не обязательно, как я говорила, любая удобная одежда. Теплый чай в термосе. Не помешает. Я его с собой взять не успела. Перекус. Орехи, сухофрукты, фрукты, зефир, печенье. Да, если вы долго рожаете, я думаю, не помешает. Телефон, зарядное устройство, наушники. Да, все кроме пауэрбанка, потому что зарядить телефон в палате не проблема. Средства гигиены. Зубная щетка и паста, гель для умывания лица, тоник для лица, крем для рук, мочалка, ватные диски, гель для душа, шампунь. Берем все, чем вы пользуетесь в обычной жизни. Послеродовый бандаж, пояс. Можно, но мне было практически не до него. Туалетная бумага, если только мягкая. А так, конечно же, в туалете, в палате, роддома она будет. Бюстгальтер для кормления или плотный топ. Ну, в принципе, нет, мне не пригодился. Прокладки для груди. Нет, потому что из роддома выписывают на 2-3 сутки, когда у женщины еще только молозиво, нет молока, и эти прокладки не нужны. Вода в бутылках. Можно, но в принципе люди в Литве пьют воду из-под крана. Чай можно, потому что на посту есть чайник. Деньги можно, потому что на 1-м этаже часто бывает что-то вроде кафетерии. И облепиховые или глицериновые свечи можно, чтобы не тужиться.
Для новорожденного шерстяные носки. Да, их просят в роддомах Литвы, говорят, что это для того, чтобы ребенок не забывал дышать. Шапочка, да. Одна пачка подгузников с вырезом для пупка. Однозначно да. Плед. Можете не брать, его дают в роддомах. Одежда для ребенка, распашонки и ползунки. Да, 2-3 пары. 2 полотенца с капюшоном для ребенка. Да. Одеяло. Нет, в роддоме тепло. Одноразовые впитывающие пеленки, 10 штук, 60 на 90. Не помешают, но их можно заменить обычной клеенкой и пеленкой. Пеленки. Нет, в роддоме, если что, найдутся. Влажные салфетки. Можно, но лучше ребенка сразу подмывать. Ватные палочки с ограничителем, ватные диски. Нет, всю гигиену ребенка проводят медсестры. Детское мыло. Можно не брать, в палате для ребенка есть специальное жидкое мыло. Ну и сейчас покажу вам, какая еда была в роддоме. Если сделать вывод, то роддомом и работниками санторишек я очень довольна. Замечательные специалисты, настоящие профессионалы, добрые и отзывчивые люди. Спасибо, что посмотрели мое видео. Надеюсь, эта информация кому-нибудь пригодится. Пока!